Всем привет! Это канал Anigame 21. И сразу хочу извиниться за отсутствие видео в прошлых неделях. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. В последней главе 1046 манги One Piece под названием Райдза было так. После того, как силы Луфи пробудились, его битва с Кайдо вышла за все пределы физических ограничений. Однако над островом, объятым пламенем, нависла надвигающаяся гибель. Когда Кайдо говорит Луфи, что его люди застряли на горящем Онигашиме, он просто отвечает, что уверен, что они смогут справиться с этим самостоятельно. После этого Райдза использует свою нинпо, дзюцу свитка, чтобы создать большую трубу с водой, а Джинбей использует ее, чтобы потушить огонь. Когда вода начинает тушить огонь, Онигашима становится нестабильным из-за истощающей силы Кайдо. Ямато говорит Момоноске, что единственный способ спасти остров – создать огненные облака, чтобы удержать его на плаву. Сможет ли Момоноске наконец создать достаточно облаков, чтобы спасти Онигашиму? Мы узнаем это в этом видео. Итак, сегодняшняя 1047 глава называется «Небо над столицей». В первой странице показано, что Ямато кричит Момоноске Куну, что он сможет. Ямато верит, что Момоноске создаст пламенные облака. А Момоноске не уверен. Момоноске говорит, что это невозможно. Он очень расстроен и плачет. Пошли флешбеки 20-летней давности, как их дом горел, и в спешке мать отсылает в будущее. Она говорит, что уверена в Момоноске о том, что он возродит клан через 20 лет. Момоноске плачет и говорит: «Не могу». Момоноске хочет, чтобы его мать и сестра должны пойти с ним, а Кинемон вмешивается в разговор. И говорит, что если женщина заявляет о решимости что-то сделать, ни один мужчина не должен сомневаться в ее убеждениях. Момоноске говорит, что он не мужчина, а ребенок, но Кинемон говорит, что он больше не ребенок, потому что лорд Один мертв, и теперь он мужчина. Кинемон хочет получить второй шанс, чтобы сражаться и умереть с честью на поле битвы. И просит шанс у Момоноске. Сын с матерью, последние слова, последняя встреча. Момоноске встает перед своими вассалами. Момоноске говорит: «Матушка». И еще говорит: «Матушка, теперь я пойду своим путем». Мать говорит «да» и плачет. Момоноске возмужал сразу после этих воспоминаний. Если не сделает то, чего задумал, то будет стыдно смотреть в глаза матери. Говорит: «Стой, не приближайся к столице». Онигашима — темное небо. Кайдо говорит: «Ты схватил молнию, что за нелепость?» А Луфи готовится бросить эту молнию на Кайдо. Удар молнии, наконец Луфи бросает молнию на Кайдо. Кайдо уклоняется от этой атаки. Еще говорит: «Можешь сколько хочешь продолжать играть в свои игры». Луфи возмущенно смотрит. Кайдо контратакует и попадает по нему. Луфи тоже не отстает и опять хватает молнию. И крутится вокруг молнии, опять импровизирует. Луфи атакует. Кайдо уклоняется и говорит, что одних сильных способностей дьявольского фрукта недостаточно, чтобы покорить мир. Луфи готовится атаковать. Кайдо уклоняется и контратакует Луфи, попадает в голову. Кайдо говорит, что Роджер не был фруктовиком и творил великие дела. Это пока Луфи падает с разбитым лицом. Луфи, падая, отталкивается от земли, как батут. Подпрыгивает, как резина. Кайдо говорит: «Только волей можно преодолеть любые препятствия». Оба готовятся к атаке. Сокрушающий смерть раскат грома. Отбрасывает ударом Луфи вверх. Луфи летит вверх с огромной шишкой на голове. И еще хватает Кайдо от груди, превращая его в резину. И летит вверх в эти черные тучи. Кайдо пытается отцепиться от его захвата. Пытается обрезать своей дубинкой. Кайдо говорит, что Луфи выдает свое местонахождение. Кайдо атакует режущими атаками, называемая как разрушающий драконий торнадо.
Некоторые атаки попадают. Луфи испытывает боль. Опять люди готовят фонари для усопших в столице. Отпускают в небо все фонари. Фестиваль заканчивается. И люди говорят, что когда солнце встанет, они снова будут рабами. Все радуются. Все очень сильно радуются. Фонари летят. Старые люди играют в музыкальных инструментах. Маленькая девочка радуется. Кузнец тоже стоит там. Видна Онигашима и столица. Кайдо говорит отпустить его и спускаться вниз. Туум огня, драконий крик. Луфи опять превратился в уголек. Купол. Босс Хьёгара упал от бессилия. Смеется и говорит, что Кайдо уже на пределе. Он спрашивает, кто победит и упадет ли Онигашима. Хочет немного пожить подольше. Выбор, говорят, очевиден: умереть и дать родным выжить. Все радуются и смеются. Все подбадривают Мугивару, хоть он этого не слышит. Кит лежит, и как то слышит. Подчиненные Кайдо боятся смерти. А самурая нет. Подвал? Усоп бежит и его друзья от огня. Кажется, вода достиг и потушил огонь. Второй этаж сокровищница. Гвоздь с кайросеками упал, вытащил. Это из-за землетрясения они выпали. Он горит и очень зол. И он хочет убить Хиёри, типа забрать ее за собой. Кто-то зовет Момоноsuke. А он думает, что это Луфи. И сильно удивляется, увидев верх. Луфи просит Момоноsuke передвинуть Онигашиму. Они очень удивлены за эти слова и за эти действия. Луфи полностью доверяет и уверен Момоноsuke Куну то, что он сделает это. Автор говорит, что будет после этого мощного удара. На этом глава закончилась. Луфи атакует своим кулаком. Черт, просто жестоко огромный кулак, пропитанный волей. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Всем пока!